Zombie apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами это Неок Гейминг. Продолжаем Gloomhaven, давно видео не выпускал, и также так сегодня случилось, что сделаем сразу два обзора в одном видео. Сделаем класс Воспевающую и сделаем класс Берсерка. Как по мне, один из самых сильных классов, что то. Воспевающая лучший суппорт в игре. А Берсерк, как по мне, лучший вообще персонаж в игре. В плане урона, танкования. То есть у нас самые сильные карты практически у Берсерка. Если взять их, скомбинировать. Поехали. Стартуем Воспевающий. Понятно, что у нее слабости, когда большая группа. Она бафает. Чем больше людей, тем больше бафов. И, скорее всего, она будет мало наносить урона. Так оно и есть, по факту. Выбираем. Поехали, назовем ее Саппорт. И проведем, как обычно, наш левелинг гайд по картам, какие брать, какие перки качать. То есть мы здесь, вот. Потому что у нас уже одна была. Сделаем по началу. Сколько у нас карт в начале доступно? 4, 5, 6, 7. 12 карт, 9 доступных. Уникальное количество карт 9. То есть есть люди, у которых 11, вот есть у которых 9. Смотрим. То есть сразу же очень сильно возрастает в цене эликсир выносливости на нее, чтобы сбалансировать, нужно выйти именно в парное количество карт, то есть эликсир выносливости для нее супер важный айтем. Смотрим карты. Баллада силы. Все союзники в свой ход добавляют плюс 1 к своей атаке. Получите 1 опыта в начале каждого вашего хода, когда другая песня сыграна. Сбросьте эту карту. Движение 2. Усиление. Все союзники. Имба карта. Сразу берем. Дальше, еще одна песня. Щит. Все союзники. Такой же эффект. Аура внизу. В следующий раз, когда любой союзник в пределах дальности 2 должен будет получить урон в этом раунде, он вместо этого не получает урон. Очень крутая аура тоже. Пока придержу. Есть еще карты. Смотрим. Еще одна песня. Все союзники добавляют плюс 1 к движению ко всем своим действиям и плюс 1 к дальности всех своих дальних атак. В каком-то плане тоже может быть пригодится, да? То есть мы быстрее бежим, дальше стреляем. Тоже классная аура. И смятение. Все враги в пределах дальности 4. Массовое смятение, массовое ускорение, массовое повышение дальности. Очень сильная карта тоже. На свой благословение целили все союзники на соседних... Вот смотрите, какие у нее бафы. Просто имба. Движение 3, проклятие, дальность 3. Придержим. Тоже не самая плохая карта. Я бы не сказал, что это карты плохие. Для первого уровня эти карты вообще классные. Призыв к действию. Усиление цели. Все союзники сверху, внизу. Один союзник в пределах дальности 3 может выполнить действие атака 4 в мили. Берем. Карта, конечно, с низкой инициативой, но эффект от нее офигительный. И сверху мы масс-баф делаем, а снизу мы заставляем кого-то ударить на очень много. Парирующий кинжал. Атака 3, паралич. Внизу движение 4, щит 2, все союзники на соседних клетках. Классная карта в каком-то плане. Верхний паралич прикольно. Внизу очень сильная аура на щит. Можно еще грейдануть на 3, да. То есть щит 3, но на один раз. На один раз, да. Пока придержим. Чревовещание. Разоружение. Дальность 3 по 3 целям. Внизу дальность 3. Заставьте всех врагов цели в области выполнить по вашим управлением движения 1. Массовый дизарм это must have. Как по мне, очень крутая карта. Поющая стрела. Проклятие дальность 3. Атака 1. Дальность 3. Рана. А вот массовое проклятие, я же говорю, кто, как говорится, филит в себя в этих. Чувствует. Проклинающим товарищем.
которому везет на проклятиях, карта зайдет. Мне проклятия, когда я на них накладываю, очень редко выпадают, чтобы мне в плюс они действовали. Только в минус, как говорится, поэтому я это пропускаю. Один союзник в пределах дальности 3 может выполнить движение 4 и также движение 4. Неплохая карта подсуппортить, кого-то подтянуть вперед, если нужно. Так, дальше. Душевные раны. Все союзники добавляют эффект рана ко всем своим атакам. Атака 1 дали 4 добычи. То есть рана в каких-то вариантах может быть лучше, чем атака, но постоянная рана такое себе. На одну и ту же цель постоянная рана, оно ничего не даст. А постоянная атака плюс 1 на одну и ту же цель нас бафает. Поэтому пока опять же пропускаем. Монотонный распев. В следующих 5 случаях, когда вы применяете к врагу эффект проклятия, примените к нему этот эффект еще раз. Тут опять же, если вы чувствуете себя проклинающим товарищем, которому везет, эта карта для вас. Очень много проклятий можно закинуть в одну цель. Аура цели все союзники. На соседних клетках щит. Единичка. Щит, единичка на аура. Очень круто. Атака 2, проклятие, благословение цель 1, союзник, соседний клеток, движение 4. Итак, что мы возьмем? Давайте определимся. Нам одна атакующая, я так думаю, нужна. Аура. И одна защитная. Какую можно взять защитную ауру? Романс о защите, правильно? Правильно. У нас одна атакующая, одна защитная. Что мы еще можем взять? Мы можем взять парирующий кинжал. Спокойно. Мы можем взять вот эту карту. Кого-то подтянуть в ритме марша. Мы можем взять трюк с ножом. То есть нам осталось 2 карты. То есть кого-то атакуем, кого-то благословляем, двигаемся. Также мы можем взять, я думаю, все-таки проклятие здесь берем. Пока что других вариантов у нас нету. И Mass Bless тоже возьмем. Пока что вот так. Потом карты с проклятиями поменяем. Поехали. И теперь в ускоренном режиме смотрим карты следующих уровней. Утешающая музыка. Все союзники в начале вашего хода выполнят лечение +1. То есть вот это защитная у нас. Защитная карта. И внизу лечение. Дальность 4. Очень хорошая карта. Смотрите, они не сгорают. Очень большой плюс. Смена темпа. Паралич все враги в дальности 3. Движение 5. То есть хотите хил? Так, давайте я себя так переставлю. Вот так вот, да? Хотите хил? Пожалуйста. Хотите масс паралич? Тоже прикольно. Давайте возьмем хил. Масс паралич тоже можно взять. И та карта заслуживает внимания. И та карта очень хорошо. Все союзники получают свойства ответный удар 2, дальность 2, щит, цель. Все союзники в пределах дальности 3. Офигительная защитная аура. Оглушение цели, все враги в дальности 3, но это на раз. И движение 3, разрушение. Дизарм и Мастан. Это всегда круто. Я рекомендую брать. Хотя вот эта аура очень крутая. То есть и снизу, и сверху. Но опять же, у нас будет карта дальше, где можно юзать 2 песни, да? Эта карта чаще может решить, чем вот эта, как по мне. Ответный удар 2, как бы, окей, но ситуативная. То есть вам нужен ответный удар против тех, кто со щитами. Вы не всегда будете встречаться с врагами, которые со щитами, которых нужно как-то пробить. Поэтому давайте возьмем Мастан. Мастан никогда не ошибка. И смотрите, что мы делаем. Мы сразу же, допустим, проклятие. Проклятие, да? Еще раз, проклятие меняем на Мастан. Эту ауру пока оставляем. Панихида. Все враги
проводит все свои атаки с затруднением. То есть вот такая у нас песня. Проклятие. Цели все враги в пределах дальности 3. Благословение цели все в союзнике в пределах дальности 3. Вдохновляющий гимн. Один союзник может выполнить 5 и движения или 5 атаки. То есть я беру вот эту карту 50. Очень классная карта. Рекомендую. И меняю ее, знаете на что? На в ритме марша. Почему я не могу сразу поменять карту, непонятно. Приходится перезапускать. Поехали дальше. Вот она, мелодия и гармония. У вас может быть 2 одновременных действующих песни, но вы получаете опыт только за одну из них. Движение 3, атака 3, дальность 3. Вот эта карта. Все союзники могут выполнить действие движения 1 перед любой своей способностью атаки движения 6. Опять же на Move Speed карта, но мы берем на 2 песенки и ставим ее вместо Масблеса. Почему я не могу здесь карты менять? Почему меня заставляет вот так делать? Какой-то патч вышел и приходится менять карты, то есть постоянно перекликивать. Так, в начале вашего ухода вы можете заставить одного врага в пределах дальности 3 выполнить движение Main Control, да? Main Control и там. Заставить одного в пределах дальности 5, выполнить под вашим управлением действия атака 0, дальность плюс 0, другой враг в пределах дальности этого врага. А вот этот Мастан, он сильнее предыдущего. Потому что он не сгорает. И мы его берем. Мы опять же вот этот Мастан убираем, а этот Мастан берем. Он не сгорает. Уровень 7. В начале каждого хода, опять же, проклятие, песни про проклятие, атака про проклятие. Кто, как говорится, чувствует себя, что ему везет, прошу. Громогласное заявление. Атака 1, цели все враги в пределах дальности 2. Оттолкнуть 2. Классная утилити карта. То есть можно кого-то оттолкнуть. И очень крутая нижняя атака в сезоне предела из дальности 3. Может выполнить действие атака 3. То есть вы окружили какого-то босса, нажали, как говорится, вперед и забурстили. Бурст атака. Берем. И ставим ее, знаете, вместо чего? Вот вместо этой ауры. На щит одноразовый. У нас есть вот этот вот щит, если вам понадобится. Все союзники в начале своего ухода лечение 2. То есть у нас была аура лечения 1, мы ее пропустили. И разоружение там тоже было, если я не ошибаюсь. Все враги. Один союзник в пределах дальности 3 может выполнить действие атака 2, цели все враги на соседних клетках. То есть один союзник может зауешить вот так вот, по сути, да? Дальность 2. Заставьте врагов целевого поступить под движение 2. То есть нужны какие-то пересеченное место, какие-то ловушки, чтобы вот эта штука имела смысл. Как по мне, не сильно имеет смысл. А вот эта аура имеет смысл. Как защитная аура, одна из лучших. Потому что хилиться на 2 на каждый ход это круто. И Mass Disarm это тоже круто. Я вот эту карту оверзащиты возьму. Вот, сразу, почему бы нет. Чарующее исполнение. Все союзники добавляют к 1 ко всем своим атакам. И оглушение. Дальность 3, цели 3. Опять массовое оглушение, да? Движение 4. Прыжок. Заставьте всех врагов на клетках, через которые вы передвинулись, выполнить под вашим управлением. Действие атака 3. Нацелено на другого врага. То есть это массовый, опять же, мейн-контроль. И 2 союзника в дальности 3 могут выполнять действие атака 4. Там у нас было все союзники могут выполнить действие одноразовое, да? Атака 3, а здесь 2 и не сгорает. У нас уже есть, но мы добавляем плюс 1 к атаке. И опять же, и теперь смотрим. Когда нам нужен хил, мы ставим эту песню, да? Вот так вот. Я бы оставил.
Ну, вот эту карту можно менять, да. То есть масс дизарм, либо призыв к действию. Вот так вот, смотрите, вот так вот сделаем. Призыв к действию мы убрали. Опять же, Мастан мы поставили. То есть даже если мы из песни не будем использовать, мы будем использовать Мастан постоянно на этой карте. И что у нас получается? И здесь есть движение, здесь есть движение. Нам нужно... сапоги, которые по дефолту ходят на 3 или 4. Потому что у нас практически все карты с верхним и нижним действием не движения. То есть это нужно запомнить, нужно знать. То есть трюк с ножом это такая ситуативная карта, потому что, смотрите, у нас не так много карт осталось с высокой инициативой и со средней. То есть трюк ножом можно поменять на что-то, что вам нравится с высокой инициативой, допустим. Если вам нужна до добычи душевной раны, пожалуйста. Вам нужен хил еще раз, утешающая музыка. То есть играйте, как вам благорассудится в этом плане. То есть вот такой набор карт я рекомендую, а под конкретное уже подземелье выбираете сами. Поехали перки. Опять же, сначала все просто. Минусы выбираем. Убрали минусы. Теперь у нас нету ни иммуна к событиям дорожным, ни иммуна к негативным эффектам предметов, поэтому заменяем плюс 1 на плюс 2 плюс 1 на 1 плюс 4. Заменяем 0 на плюс 1 с параличем. Заменяем 0 на плюс 1 с дизармом. Заменяем 0 на плюс 2 с раной. Заменяем 0 на плюс 2 с отравлением. Проклятие. А вот 0 на плюс 3 смятение тоже, да. Ну, хотя нет, там плюс 2 будет, плюс 2 проклятия пойдет. То есть вот у нас, смотрите, какие у нас перки. У нас 2 негативных, а все остальные просто имба. Но представьте себе такие перки на дамажащего персонажа. Просто нереальный космос. Еще и стан возьмем, да? То есть... Еще у нас будут плюс единички, да? 3. То есть, нет, давай... Ну, можно и так. Можно если стан, можно еще плюс единички. То есть у нас еще будет плюс единички. Насколько сильные перки здесь, но учитывайте то, что ваш персонаж очень мало дамажит. И не может дамажить много, потому что у него нет хороших дамажащих карт вообще. По магазину, что я рекомендую? Особенно, поскольку у нас верхнее и нижнее действие заполнено без движения, да, то есть нам что подойдет? Удобные башмаки. Удобные башмаки поначалу, чтобы по дефолту мы ходили на троечку, а потом сапоги безмятежности, когда откроете, чтобы мы ходили на четверочку. То есть по дефолту бегаем на 4 и чилим. Вот такой вот у нас, да. Вот такой вот у нас мини-гайд получился на левелинг. На воспевающую. Классный суппорт. Очень нравится. Очень ключевые у нее такие ходы бывают, которые она переворачивает игру, переворачивает данж, переворачивает саму миссию, где, казалось бы, может быть безнадежно. Она своими бафами просто может развернуть все с ног на голову. Рекомендую практически использовать в любом подземелье, где вы играете на 4 человек и на больших сложностях. Она вам очень сильно поможет. Поехали дальше. Поехали дальше. Это была воспевающая. Поехали дальше. Играем за берсерка. Пишут, слабость у него, мало способностей для помощи союзника. Я бы это назвал неправдой. У него есть как минимум одна. Минимум еще. Он помогает тем, что он прикрывает урон, отводит на себя. И это и есть помощь союзникам.
У него обилки, да, стоят немножко своей жизни, но это поправимо, потому что поначалу, кажется, да, он не очень там сильный, он тратит за счет ХП, чтобы там бафаться и какие-то эффекты производить дополнительные на свои атаки, но начиная с середины и заканчивая в конце, просто персонаж раскрывается, и вы проходите все вот так вот, шутя вместе с ним. Выбираем. Так его назовем. Берс. Создаем. Поехали. Поехали. Так, это мы убирали. Поставили Берса. Да. Вот у нас 10 карт мы можем экипировать. Сейчас быстренько все пройдемся по стартовым. Выберем стартовые. Решительный отпор. Здесь X разница между вашим максимальным текущим количеством ОЗ. Получаете 1 за каждые 5 нанесенного урона. Одноразовая карта. Ответный удар. 2 движения 1. Для какого-то ваншота, какого-то сильного врага она подойдет. Поэтому дальше, в других случаях не сильно, да. Нарастающая ярость. Атака X, здесь X число ваших сожженных карт. Вот эта карта намного прикольнее. То есть, чем дальше в игру она становится сильнее, она не сгорает. И нижняя атака тоже классная. Если у вас меньше половины от вашего количества ОЗ с округлением имеет, получите и выполните действие атака 2. После движения. Очень сильно мы ее берем. Сила в страданиях. Вы можете получить 2 урона, чтобы добавить плюс 2 атаки. Атака 3 по дефолту, то есть это 5. Вы можете получить 3 урона или меньше. Движение 4 плюс 7. Здесь X количество урона, который вы поглотили. То есть мы можем здесь на 7 продвинуться, еще грейдануть ее. Однозначно берем. И 5 урона сверху, 7 движения снизу. Карта первого уровня, by the way. Отрицание смерти. Одна из сильнейших карт в игре, как по мне. Атака 3. Можем грейдить до 5. Опять же, добавьте плюс 2 к атаке. Получите опыт, если у вас меньше половины от вашего максимального количества ОЗ. Представьте, насколько можно ввалить от карты первого уровня. На 7. На 7. В следующих 3 случаях получение вами урона, в результате которых у вас должно остаться меньше ОЗ, вместо этого не получаете урон. То есть предотвращает смертельный урон. То есть бабл на 3 хода, по сути, у вас. Когда у вас мало здоровья. Имба. Имбища карта лучшая. А эта карта вместе с той комбинируется. Это просто, говорю, лучшая комбинация в игре. Вот она. Отрицание смерти с того света. Лечение X, дальность 2. То есть вы можете похилить не только себя, а можете похилить союзника. Вот в чем разница. Здесь X разница между вашим максимальным и текущим количеством очков здоровья. То есть, чем меньше у вас хп, тем больше вы хилите. То есть, это комбо под себя, вы спускаете, там себя вас там бьют и так далее. Вы сначала отрицаете, 3 хода простояли, потом хилитесь с того света. И каким-нибудь способом, желательно либо тинкером, либо кем-то можно восстановить одну из карт с потерь, да. Какую-то из этих карт восстанавливаете, и опять же, вы просто бессмертные. С того света одна из лучших. И также движение 3 оттолкнуть 1 цель, 1 враг. То есть хорошая утилити, нижняя способность. Кровавый договор, атака 6, получите урон равной половине вашего текущего количества ОЗ с округлением вверх. Не советую. Добавляет 1 ко всем вашим атакам. В начале каждого раунда получаете 1 урон. Не советую. Это классная относительно карта. Относительно, но вам нужно быстро тогда пройти сценарий. Если вы засетапили быстрое прохождение, эта карта поможет, и она классная. Если затянется все, вы проиграете, и просто она будет очень много у вас отъедать ресурса, особенно когда вы нижнюю ауру прожмете. Да, плюс 1 атаки круто, но 1 урона, это, поверьте, это не так мало. То есть это вроде кажется мало, но на самом деле каждый ход это очень неприятно. Прижигание рана. Атака 1, дальность 3, цели 2, рана. И огонь поднимаем. Классная карта. В следующих 4 атак, когда вы лечитесь, если вас лечит, добавляйте плюс 2. То есть нижнее лечение чисто себя как-то подстимулировать, если у вас в пати хиллер. Вы хилитесь намного-намного сильнее, а верхняя карта классная, потому что вы по 2 целям можете по 3 можете раскидать раны, а рана это всегда 1 урона гарантированно, да? Ошеломление. Атака 3 вы можете получить 2 урона, чтобы добавить. Эффект оглушения получить
единицу опыта. Движение 4. Пока скипнем. Здесь у нас карта добычи. Добычу вы знаете мое отношение. Хоть и есть тут хил, но, как бы говорится, как так есть. Вот это классная утилити карта. Отскок, ответный удар 2 на себя, движение 3, лечение 1. То есть, кто самый больше выигрывает ответного удара? Правильно, это класс Берсерк. И мы берем эту карту, мы можем за счет нижнего действия снять с себя яд, снять с себя рану. Лечение на единичку, да? А ответный удар 2 мы можем просто стоять и танковать лицом, принимать. И получать урон. При этом знаем, что у нас есть 2 имба-карты, которые нам попозже помогут. А ответный удар 2 это 2 чистых урона. Неукротимая мощь. Атака 2, оглушение. И если у вас поднят огонь, еще плюс 2 атаки. При лечении ваше текущее нижнее действие количество ОЗ может повышаться на максимум. 26 очков здоровья, но при перемещении применении всех ваших способностей, ваше максимальное количество ОЗ по-прежнему считается по вашему уровню. Я никогда эту карту не юзал, особенно нижнее действие. Может быть оно классное, может быть оно крутое. Честно скажу, я ее не юзал. Верхнее действие прикольное, да? Но опять же, вам нужен огонь. То есть у нас есть раз, стан на 3 гарантированно, но за 2 урона по себе. А здесь у нас 2 урона гарантированно и стан, но без урона по себе. Что лучше, выбирайте сами, если вам нужен стан. Стеклянный молот, здесь X ваше количество, текущее количество ОЗ, получаете 1 за каждые 5 нанесенного урона. Уменьшите ваше текущее количество ОЗ до единицы, это не считается уроном. То есть вы просто как бы можете с full хп забабахать, да, сильный урон, то есть стеклянная пушка. Вам это нужно скомбинировать, скорее всего, с отрицанием смерти. То есть у вас full хп, вы бахаете стеклянный молот, внизу вы бахаете отрицание смерти. Хорошая комба. Стоит ли она того? Может и стоит. Если вам нужно какого-то босса, на босса вы ее сохраните. Поэтому, а так не рекомендую. Так, притупить боль. Атака 3. Вы можете получить 2 урона, чтобы получить свойство щит и 1 опыт. И движение 3 вы можете получить 2 урона, чтобы получить эффект оглушения к одному врагу на соседней клетке. Итак, что мы выберем? Для ваншота я выберу не стеклянный молот. Ну, для сильного, для вот такого эффекта карты я выберу решительный отпор. Раз. Также я выберу стан 2. У нас осталось 2 карты, правильно? Также возьмем притупить боль, если нам нужен щит. Ну и окей, возьмем добычу на первый раунд. Потом его берем. Здесь еще раз стан. Поехали. Дальше. Новый уровень. Смотрим карты нового уровня. Отчаянная атака. Вы можете получить 3 урона или меньше. Атака 4 цели X. Количество урона, которое вы получили. То есть можно ударить на 7, грейдануть на 9. В одну цель. 9 урона. Сильно. Не скажу. Все враги добавляют плюс 1 ко всем ближним атакам, нацеленным на вас. Ответный удар 2 на себя. То есть у вас постоянный ответный удар на себе. Но вы получаете на единицу больше всегда. Поначалу может быть не сказать. То есть если вы играете на низких уровнях сложности, там 0, минус 1, там минус 2. Берите эту карту, вас не задамажит, вам будет по барабану, в принципе. Если вы будете играть, начиная от сложности плюс 1. Ну, короче, эта карта не для новичков. Вот так что я могу сказать. То есть, я бы не рекомендовал брать. Особенно нижние действия. Прочь оковы, атака 2, дальность 3, цели 2, притянуть 2. Движение 3, добавьте плюс 2 к движению, если у вас меньше половины от вашего количества ОЗ. И еще плюс 2 движения. То есть, можно, опять же, на 7 передвинуться. Прочь оковы, мое почтение. И вместо добычи, опять же, надо перекликивать. Зачем-то так сделали. Берем прочь оковы. Так. В этом раунде увеличивайте на 2 показателя ваше свойство ответный удар. Шипастое броня, движение 2, атака 2, цели все враги
Ассасин. Офигительная карта. То есть, если вы с ответным ударом, вы можете засетапить себе под ответный удар с бафом, либо массовая уешка. Здесь атака 2, движение 1, атака 2 снизу тоже классно. Убейте одного обычного врага, он находится на соседней клетке, которая меньше, которого текущее количество ОЗ меньше половины разницы между вашим максимальным количеством. Для тех, кто не силен в математике, эту карту не рекомендую. Для тех, кто силен, можете взять. То есть, в принципе, одного обычного врага бесплатно. Неплохо, но с определенными условиями. И нижнее действие тоже классное. Но я всегда беру броня. А броня это имба. То есть, представьте, карта второго... С какой это уровень? Третьего уровня? Четвертого? Какого карта это уровня? Третьего уровня. Массовая уешка при движении. Просто имбище. Шквал топоров. Топ. Массовая уешка. Вы можете получить 4 урона или меньше. Атака 4. Все враги в пределах дальности 3. Здесь X количество урона, который вы получили. А уешка в радиусе 3 на 4. Движение 5. Просто офигительная карта. Добыча, щит. Прикольно. Да, в этом раунде получаете преимущество всех ваших атак. В этом раунде все атаки... Классная карта. Если бы она была... не с шквалом топоров, я бы ее всегда брал. А так я беру шквал, мы можем ее взять попозже. То есть мы меняем, смотрите, мы меняем... Что мы делаем? Мы меняем... Смотрите, что мы делаем. Мы берем притупить боль. Меняем на броню. И... Давайте нарастающую ярость уберем пока что. Вместо... И ставим шквал топоров. Решительный отпор классная карта, потому что у нас есть нижний ответный удар. И здесь мы можем верхний ответный удар засетапить. То есть ответный удар 3 на себя. Это сильно. Это очень сильно. Поэтому оставим пока что так в камбулине. Уровень 5. Атака 4, получите свойство щит, если у вас меньше половины. То есть такая же, как и у нас была карта, только сильнее. Добавляйте к 1 ко всем вашим атакам, при которых у вас меньше половины вашего максимального количества ОЗ с округлением вверх. То есть, опять же, условия. Не просто +1 там добавьте, а с условиями. Следующая карта. Убейте одного обычного или мощного врага на соседней клетке. Вы немедленно становитесь в последний бой. То есть, это, как бы говорится, ваше последнее слово. Какого-нибудь мощного врага убить. Я, как говорится, не рекомендовал эту карту. Может быть, в каких-то супер специфических сценариях, случаях вы ее возьмете, да? Но я не рекомендую эту карту. Последний бой. Какая-то она, мне кажется, странная. Так что можно взять, опять же, отвлекающий блеск. Офигительное нижнее действие, что вы получаете преимущество, а против вас все с затруднением. Обалденный баф на раунд, да? Либо просто возьмем красную пелену. Как атаку, правильно? И возьмем ее вместо стана. Либо вместо стана, либо нам нужно разрушать комбо с ответным ударом на решительный. Давайте мы разрушим комбо пока что. Да, можем. Можем себе позволить с ответным ударом. Рога дьявола. Офигительная карта. Смотрите, какие у нас... Сколько урона наносим. Еще и рану наносим. Огонь поднимаем. И нижнее действие. Атака 4. Это все, что нам нужно. Жажда разрушения. Атака 4. Вы можете получить 2 урона. Опять же, щит. Если вы используете передышку в конце этого, получите все бонусы. Вот эта карта очень... Ну, настолько классные карты у Берсерка. Вы представьте, что... Вы их всех просто не сможете взять физически. Настолько крутые эффекты у этих карт. Но это очень крутое свойство. Если вы используете передышку в конце этого раунда, вы получите все бонусы. Очень крутое свойство. Ни у кого такого нету. Но рога дьявола, как говорится, говорят сами за себя. И поэтому уже мы тогда ошеломление снимаем. Пока нам стан... Если нам прям срочно понадобится стан, возьмем. Берем рога дьявола. Дальше. Уровень 7.
Атака 3, цели все враги на соседних клетках. Вместо этого целями все становятся все враги в пределах дальности 3 от вас. Движение 3. Массовая рана. Массовая оешка, если у вас есть огонь. Движение 3, атака 4. Примите рано на себя и на всех союзников на соседних клетках, чтобы добавить эффекты оттолкнуть и паралич. То есть атака 4. Если бы это была массовая атака, да, вы становитесь не вспринчиком всем отрицательным состоянием. Тоже, насколько крутое свойство. То есть бафнули себя на постоянный иммун к яду, параличу, всем, во всей истории. Просто обалденное вот это вот свойство. Но как его сделать? Как его вклинить в наш ростер? Я всегда беру вот так вот. То есть можно взять то, можно взять это. Играйте. Я говорю, играйте как хотите, как чувствуете. Ну, я показываю, как я беру, как я проходил сложность +2. Может, на сложности +3 мне понадобится та карта. Посмотрим, выйдет новое дополнение. Будем с вами играть, будем с вами стримить Gloomhaven заново. Будем заново проходить кампанию на максимальной сложности +3. И будем смотреть. Может, я буду билдить по-другому. Так, и вместо... То есть нам нужен огонь. Вот у нас есть огонь. Раз. Да. Давайте пока прижигание уберем. Поставим жгучую. То есть карты с одинаковой инициативой, но здесь ауешка по двум. А здесь мы просто кидаемся. Да, мы нижнее действие не используем. Здесь мы используем два действия. То есть мы можем и то, и массовую рану кинуть, и зауешить. То есть карта супер универсальная. Уровень 8. Атака 5 рана, паралич костолом. Атака 3, дальность 4, цель больше не может летать. Очень важная тема тоже. Кого-то, какого-нибудь дракона сбить, чтобы он не летал через препятствия. То есть иногда очень может зарешать вот это вот. И паралич рана с 5 огня тоже как бы самое за себя говорить. Ответный огонь. В следующих 5 атаках получения урона выполнить действие атака 3. То есть вы отвечаете по 3 урона, по 3 атаки. По дефолту. По дефолту. На ваших следующих движениях 4 добавляйте +1 ко всем вашим атакам в этом раунде. Я бы на самом деле, может быть, попробовал бы, когда в следующий раз буду играть, взять ответный огонь. Очень классная тема. +1 ко всем вашим атакам, но опять же требует огонь. И ответный удар очень хорошая штука, да, по троечке. То есть, опять же, здесь столько классных карт, и просто жалко, что их 10, а не 12. Вон в чем проблема. То есть мы можем скипнуть, допустим, прочь оковы, взять ответный огонь. То есть здесь тоже движение, здесь тоже движение. Вот и все. Давайте попробуем так. Мы скипаем прочь оковы. Костолом тоже имба карты. Я всегда беру костолом, но давайте так. Пока нам... Если притяжка не нужна, прочь оковы мы убираем. И ставим ответный огонь. То есть ответный огонь круто. Плюс баф атаки тоже всегда круто. И здесь вот... В следующих 5 случаях получения вашего урона этого не получается. 5 атак. Вы просто 5 атак стоите, курите сигаретку. Или там пьете пивко и говорите всем мобам здорово. Вот так это называется. Щит 2. Движение 2. То есть при огне ответный удар 2 на себя. То есть офигительная закрывающаяся обилка. То есть это все тоже можно погрейдить до 3. Настолько имба. Ну и здесь тоже хорошая карта. Массовая ауешка со смятением. Выполняйте действие лечения 2. То есть массовая ауешка с отхилом. Прикиньте, насколько крутая карта. За каждого врага, получившего урон. И здесь тоже можете получить вплоть до 5 урона. Добавить 5 атаки, 8, паралич. Просто космические карты. Как их всех поставить? То есть и чрево безумия, бессмертие, просто имбище, а не карты. Насколько крутые карты у него. Вы помните, какие карты там у некоторых классов на 9 уровне? Насколько здесь обалденно крутые карты. И как из них выбрать? То есть ауешка, которая массово отхиливает вас. Либо бессмертие, там где вы просто курите и не получаете урон. Я играл и так, и так. Давайте возьмем чрево безумия. Как бы и та карта просто имбище. То
берем ее и ставим ее вместо. То есть эту карту нельзя убирать, знаете почему? Потому что 7 движения это очень много. Это очень много внизу. Ну и 5 урона сверху тоже как бы можно погрейдить. Чрево безумия поставим даже вместо... Вот вместо красной пелены поставим. Отскок. Карта с высокой инициативой с ответным ударом, да, то есть... И почему она ценная? Нижнее действие, движение 3, лечение 1. То есть вы снимаете с себя любой дебаф, особенно яды отравления. Господи, яды отравления. Отравление и рану. То есть можно сделать так, смотрите. Ставим вместо красной пелены чрево безумия. Но потом мы идем в магазин. И берем, смотрим айтемы. И вот такой защитный амулет, когда вы находите, тогда вы отскок вы меняете. То есть вам не нужно будет лечение единичка, чтобы снимать вот эти вот. Потому что отравление и рана, чем, ну, ближе к концу и так далее, очень много неприятных врагов с отравлением. А отравление это всегда плохо. То есть, сами понимаете, повышенный урон на единицу это не есть гуд, как говорится. И рана, она еще сверху добавляет единицу. То есть, не самая приятная история. Не самая приятная история. Как только мы получаем защитный амулет, как только мы меняем отскок, скорее всего, на какую-нибудь красную пелену. Или на любую другую карту. И тогда мы, ну, понятно, что мы уже сломали комбо с ответным ударом. Если мы не хотим его, то есть мы просто лицом танчим и все. Юзаем АОЕшку, хилимся и так далее. То есть можно придумать какую-то любую другую карту вместо отскока. То есть тут же прочь оковы там или что там. Или прижигание, которое, ну, нам огонь понадобится. Нам огонь особенно понадобится. Вот прижигание я бы рекомендовал загрейдить здесь на двоечку атака. И на самом деле неплохая карта. С грейдженной атакой на 2 и цели 3. Карта просто имба становится. Верхнее действие. То есть по трем целям, дальность 3, 2 атаки с раной и огонь. Это то, что нужно. Вот так вот. Вот такой вот товарищ у нас получился. Да, берсерк. Любимый мой персонаж, самый сильный, как по мне, персонаж в игре. То есть настолько много вариантов у него. Ты можешь танчить, ты можешь дамажить, саппортить даже можешь в некоторых случаях, когда full стол поднимаешь, да, с того света юзаешь на союзника. Это очень-очень универсальный класс, который, говорю, и может и в рендже подамажить ауешками каким-то на 2, на 3 клетки вокруг себя. И вокруг себя просто очень сильно бьет. И верхние и нижние действия очень клевые. Было бы тут 14 карт, конечно, или там 12. Было бы вообще неинтересно, нечестно. Все бы ими играли. И был бы он в каждой пати. Так и так, как по мне, он практически в каждой пати. Ну, не то что must have, но очень-очень хорош. В любой. Маленькой, в средней. То есть от двух до и в двойке, и в тройке, в четверке просто обалденный товарищ. Что еще добавить? По перкам давайте пройдемся. Опять же, стандарты у нас минусы убираем. Меняем минусы на плюсы. Потом идем, игнорируем негативные эффекты предметов для того, чтобы одеть сильную броню, да. Потом удаляем, допустим, нули. Их нам не надо. Потом заменяем нули на плюс 2. У нас нет нулей вообще. Добавляем дизарм. Добавляем оглушение. Да, вот наше оглушение. Добавляем раны. Потом добавляем лечение и плюс... неправильно я вам говорю. Вот, я что-то не прочитал. Плюс 2 огонь. Плюс 2 огонь, смотрите. Плюс 2 огонь лучше сделать. Плюс 2 огонь. Вместо того же оглушения сделать плюс 2 огонь. Я виноват. Вместо оглушения плюс 2 огонь. Потом уже оглушение, потом лечение. Вот плюс 2 огонь. Я просто не заметил, извиняюсь. Плюс 2 огонь, потом оглушение.
По айтемам, я же говорю, идеальный расклад — это защитный амулет. Потом на броню, то есть чем круче латы, тем лучше. Мы все равно игнорим негативные эффекты предметов. То есть начинаем с кольчуги, заканчиваем латами. В оружие ставим тоже на повышение урона какой-нибудь, можно меч на рану со щитом вот этим осадным, да. Можно двуручку поставить, какую-нибудь, я даже не знаю, какой-нибудь по барабану топор, порча черепов, чтобы плюс по скелетам и духам бить, да, особенно по духам, у которых брони много, щита. То есть это по духам зайдет вообще только так. Можно поставить любую крутую двуручку, которая повышает или как-то апгрейдит атаки. То есть можно вот эту косу даже поставить в теории. Можно древний бур поставить. Вот во время вашей ближней атаки добавьте плюс 2 эффект пробой ко всем атакам текущей. Вот древний бур, крутая тема тоже. Ну и сапоги, 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 сапоги. То есть на движение, да. Стремительности. Быстрый бег. Большой шаг. То есть начинаем большой шаг, стремительность. Быстрый бег. Стремимся к быстрому бегу. Чем больше берс бегает, тем быстрее он поможет, тем быстрее он закроет и будет ближе к врагу, а не враг будет ближе к вам. Вот такая вот история про берсерка. Долгое видео, в принципе, получилось, да, 1 к 2. 1 к 2. Поэтому подписывайтесь. YouTube, Twitch, Instagram, Трова, Telegram. От себя, как обычно, здоровья, счастья, мирного неба, самое важное для нас сейчас. Хорошего настроения, повторюсь. До скорых встреч. С вами был Таниок. Пока. Ждем дополнения. Будем проходить на лайвстримах Gloomhaven вместе с вами. Пока.